Сегодня я покажу вам, как сделать вот такие сказочные, веселые новогодние носочки, которыми можно украсить камин или детскую комнату. С вами я, Ольга Калин, и это мой канал «Уютный дом». Для создания носочков нам потребуется ткань букле для мебели. Далее мы берем шаблон носка, который вы можете скачать в интернете или можно вообще нарисовать самостоятельно. На гладкой стороне ткани мы обводим наш шаблон и не забываем делать еще припуски на швы. Я сделала побольше, так как решила немножечко еще увеличить носочки. Вот так у меня получилось. Далее я вырезаю носок и обвожу точно такой же. Обратите внимание, обвожу именно так, как будет сшит носок. Далее мы складываем, проверяем, все ли у нас ровно и аккуратно. Теперь мы переворачиваем и складываем две части лицевыми сторонами внутрь. Скалываем. Далее мы берем нитки подходящего цвета, у меня белые, и иглу. Если у вас есть швейная машинка, вы можете прошить на ней. У меня швейной машинки нет, поэтому я прошивала вручную. Выворачиваем носок и выравниваем все швы. Верх носочка я вот так вот загнула и прошила. И еще сделала вот такую вот петельку. Мы сейчас с вами будем вязать морковку-носик. Берем крючок 2 миллиметра и пряжу. Одеваем вот так вот кончик на крючок, нахлёст, захватываем рабочую нить, вытягиваем, и у нас получается петелька на крючке. Дальше мы делаем снова захват и воздушную петлю. Теперь еще один захват и еще одну воздушную петлю. Вот видите, у нас вот эти косички, это и есть петельки. Теперь мы вот во вторую петельку от крючка, не в первую, а во вторую, провязываем столбик без накида. Вводим крючок в петельку, захватываем рабочую нить, выводим петельку, у нас получилось 2 петли на крючке. Теперь снова захватываем рабочую нить и провязываем. Таким образом мы провязали один столбик без накида. Дальше мы делаем снова захват и воздушную петлю подъема. Вот таким образом. Дальше теперь смотрите, вот так переворачиваем вязание хвостиком вниз и будем вязать уже вот по этим петелькам. Сверху мы видим вот эти две косички, да, это у нас 2 петли. В первую петельку, вот эту вот большую, вводим крючок, захватываем рабочую нить, сюда провязываем прибавку. Прибавка — это 2 столбика без накида. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Вот видите, вот оно отверстие, да, куда мы сейчас провязываем. И теперь снова сюда вставляем крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем еще один столбик без накида. Таким образом, когда мы провязали 2 раза в одну петельку, это означает прибавка. Так, и теперь у меня вот еще одна петелька с краешку, и в нее мы тоже провязываем прибавку. Первый столбик без накида, и в это же отверстие еще вяжем второй столбик без накида. Таким образом, у нас, смотрите, получается треугольничек такой. Это у нас начало нашей морковки, носика морковки для снеговика. Теперь делаем воздушную петлю подъема, то есть поднимаемся на следующий ряд, переворачиваем, вот так вот. И теперь будем вязать в другую сторону. У нас здесь с вами получилось 1, 2, 3, 4. 4 петельки. В первую петельку мы вяжем снова прибавку. Сразу вводим крючок, захватываем рабочую нить, провязываем столбик. И сюда же снова вводим крючок, захватываем рабочую нить, провязываем еще один столбик. Прибавку провязали. Теперь вот первая петелька и вторая петелька. У нас просто обычные столбики без накида, то есть не прибавка. Провязываем первую и в соседнюю петельку провязываем второй столбик. И нам осталось провязать в последнюю петельку. Мы также провязываем 2 столбика без накида. Один столбик и второй. Так, теперь смотрим. У нас здесь получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас получилось 6 столбиков.
Дальше мы делаем снова петлю подъема. И вот эти все 6 столбиков просто провязываем без прибавок. Вот сразу в первую петельку. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Следующим рядом мы снова делаем петлю подъема, переворачиваем и в первую же петельку вяжем прибавку. Первый столбик и в эту же петельку второй. Провязали прибавку. Теперь у нас с вами 1, 2, 3, 4 простых столбика без накида. 2, 3, 4. И в последнюю петельку вяжем снова прибавку. У нас с вами здесь в этом ряду получилось 8 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю подъема и переворачиваем. Теперь мы вяжем здесь без убавок. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова воздушную петлю подъема и переворачиваем вязание. И так нам поворотными рядами туда-сюда нужно провязать еще 5 рядов. Каждый раз в конце ряда мы делаем петлю подъема, переворачиваем вязание и вяжем снова 8 столбиков в обратную сторону. Так мы вяжем 5 рядов. Я провязала 5 рядов. И теперь снова делаем петлю подъема, переворачиваем и будем делать убавки. В первую петлю заводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем, но не провязываем, оставляем 2 петли на крючке. Во вторую петлю заводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем, у нас получилось 3 петли на крючке, и теперь снова захватываем рабочую нить и провязываем все 3 петли на крючке. Тем самым мы сделали убавку. Дальше вяжем 1 столбик без накида, второй столбик без накида, третий, четвертый, а последние 2 петельки снова делаем убавку. Вводим крючок, захватываем рабочую нить, не провязываем, снова вводим крючок, захватываем рабочую нить и теперь провязываем все 3 вместе. Таким образом у нас было 8 столбиков, а теперь у нас получилось 6 столбиков. Мы снова делаем воздушную петлю подъема, переворачиваем вязание и вяжем уже 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем воздушную петлю подъема, переходим на следующий ряд и снова первую петельку, в первой, точнее в 2 петельки делаем убавки. Убавили, провязали все вместе. Дальше 2 столбика провязываем и в 2 последние петельки делаем убавку. Провязываем их вместе. Так у нас с вами осталось 4 столбика. Делаем воздушную петлю подъема и провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Снова делаем петлю подъема, переворачиваем и еще раз вяжем 4.
Воздушную петлю подъема, переворачиваем, делаем убавки в первые 2 петельки и во вторую 2 петельки. Убавили. Теперь опять воздушную петлю подъема, переворачиваем и делаем одну убавку. У нас всего 2 петельки осталось. Вот так. Вот так должно получиться у вас. Теперь нашу морковку нам нужно обвязать. Делаем воздушную петлю подъема и обвязываем по краю столбиками без накида. Вот здесь находим петельку и делаем столбик. Следующую петельку и провязываем столбик. Так мы выравниваем наш край. Еще столбик и еще один. Здесь не везде четко видно петельки, поэтому находим на ощупь, можно сказать. Так, вот сюда провяжем. Старайтесь, чтобы небольшие расстояния были между петельками. Он слишком длинный, мы его немножко обрезаем, а остальное мы вяжем в процессе. То есть мы сейчас вот так поверх вязания продолжаем вязать те же столбики. Вот я его вот так вот укладываю и вот сюда в эту петельку и ввязываю. Видите, она прячется. После того, как мы обвязали нашу морковку, мы обрезаем ниточку и оставляем ее достаточно длинной, чтобы мы могли вот так вот сшить между собой края морковки, и она стала более объемной и более тоненькой. Я завожу иголочку под вот эти крайние петельки и сшиваю их между собой. Наполнитель я добавлять не буду, потому что большого объема мне не нужно, но в то же время морковка как будто немножечко будет объемной. Дальше мы сейчас будем закреплять нашу ниточку. Я полностью не зашивала, то есть вот эту верхнюю часть я оставила полукруглой, как будто это действительно морковка, которая торчит в личике снеговика. Дальше я обрезаю ниточку, и в принципе морковка готова, ее можно будет пришивать. Прежде чем пришивать, я добавила капельку клея на морковку и на глазки и на ротик, для того, чтобы зафиксировать. Для глазок я использовала пуговички, а для ротика черные бусинки. Капелька клея позволяет им не скатываться во время пришивания, очень удобно. Я уже украсила своими носочками наш замечательный камин. Носочки можно украсить по-разному. У меня получился олененок, снеговичок и ягняшка.